Перед вами обновленный Volvo XC60. Настоящий хит среди шведов и официально самая продаваемая модель в истории марки. Настоящий бестселлер. Но хватит ли этих обновлений, чтобы конкурировать с новыми BMW X3, Mercedes GLC и Audi Q5? Все-таки основа XC60 уже не самая свежая. Зато теперь появились изменения как снаружи, так и внутри. Сейчас все покажем, прокатимся и расскажем, стоит ли он вашего внимания. С вами Томас и авточувство в 4К на весь экран. Смотрите до конца. Поехали. Передок теперь выглядит свежее. Новая решетка радиатора, можно выбрать темный или светлый вариант. У нас темная версия, раньше она называлась Art Design. Светлый с хромированными элементами смотрится нарядней. Появился новый цвет кузова с красивым названием «Лесное озеро». И, что символично, мы как раз стоим на берегу такого озера в Швеции. Пейзаж идеально сочетается с машиной. Колес у нас 21 дюйм, но доступны варианты от 18 до 21, а версии Polestar даже до 22. Уже эти выглядят внушительно. Длина автомобиля 4 метра 71 сантиметр или 185 дюймов. Ранее я упоминал конкурентов. У нашего XC60 опциональная пневмоподвеска. Сегодня мы ее обязательно испытаем. Кузов в классическом кроссоверном стиле, без купеобразных линий. Volvo по-прежнему делает ставку на простор и практичность. Задняя часть тоже обновилась. Фонари стали чуть темнее, как у обновленного XC90. Версия у нас T8 подзаряжаемый гибрид. О моторах расскажем чуть позже. Чистый и аккуратный нижний сегмент бампера. Никаких фальшивых выхлопных труб, все честно и аккуратно. Под капотом двухлитровые бензиновые четверки, либо с мягким гибридом, либо, как в нашем варианте, с подзаряжаемым. Мягкий гибрид выдает 250 лошадиных сил, а вот T8 уже 310. Это самая мощная версия. Разгон до сотни 4,9 секунды. Полный привод, само собой. Заряжается машина от переменного тока мощностью до 6,4 кВт. Не слишком быстро, в основном подойдет для домашней розетки. Батарея 14,7 кВт-часа чистой емкости. Округленно можно сказать 15. На электричестве проезжает около 60 км или 40 миль, плюс-минус. Теперь взглянем в салон. Ключ привычный для Volvo, ничего необычного. Звук закрытия дверей. Все добротно звучит, надежно. Интересно, что задняя дверь даже звучит лучше передней, но обе на хорошем уровне. Внутри двери верхняя часть отделана материалом с приятной текстурой, слегка мягкая. Хромированные ручки тоже приятный штрих. Аудиосистема Bowers & Wilkins просто огонь. Реально производит впечатление. Подлокотник удобный, все мягкое. Единственный минус — внутренняя часть двери, снизу просто из голого пластик. С фирменной надписью Volvo, коврики классические для Volvo. Уже с первого взгляда радует матовая деревянная вставка. Чистый скандинавский стиль. Руль без кожаной отделки, но по ощущениям отличный. Кнопки на руле присутствуют, и самое удобное, можно одним нажатием слева отключить этот раздражающий звуковой сигнал о превышении скорости, который обязателен в ЕС. Переходим к сиденьям. Вариантов обивки здесь полно. Есть, например, ткань City Weave, а у нас сейчас вариант Nordico, премиальный кожзам с красивой прострочкой. Из чего он сделан? Из переработанных материалов, причем даже с добавлением соснового масла. Экологичный подход во всем. По комфорту все отлично, сидеть удобно и приятно. При моем росте 189 см, 6 футов 2 дюйма, помещаюсь нормально даже с панорамной крышей. Крышу можно открыть. Шторка тоже есть, правда, управление шторкой. Ползунок мне, если честно, не особо понравился. Если сравнивать с конкурентами, конечно, в жиру шторку можно полностью закрыть. Что касается самих сидений, у Volvo они всегда славились эргономикой. Хотя, если быть объективным, BMW в этом плане немного впереди. И еще у GLC и X3 кожзам перфорированный и с вентиляцией. А здесь такого, к сожалению, нет. За доплату примерно 1000 евро. Можно взять пакет с улучшенной шумоизоляцией стекол. Причем как спереди, так и сзади. А цвета этой обивки Nordico, кстати, называется корица.
А теперь заглянем в кабину. Для меня это вообще главное достоинство XC60. Да, я говорил, что в чем-то немцы впереди. Но в плане атмосферы Volvo все еще на высоте. Вот хотя бы приборная панель. Можно заказать с обивкой из премиального кожзама и прострочкой. Смотрится дорого, на ощупь просто кайф. А как оформлена аудиосистема Bowers Wilkins? Реальное произведение искусства. Мне такие детали очень заходят. Тут и силуэт шведского флага, и вставки из матового дерева. Постучишь по ним, сразу понятно, насколько это качественно сделано. В общем, кокпит XC60 — это прямо любовь с первого взгляда. Что еще обновили, так это экран мультимедийки. Теперь тут 11 дюймов стал заметно больше. Да, он теперь чуть выступает, раньше был более встроенный в панель. Но зато все крупнее, удобнее, выглядит современно. Хорошо, что регулятор громкости остался обычным, крутилка внизу — это плюс. А вот климат-контроль. Опять нужно делать 2 клика. Сначала меню, потом выбираешь. То же самое с подогревом сидений и руля. Есть они, и это отлично, но хотелось бы, чтобы все это вызывалось одной кнопкой. И, честно говоря, это касается не только Volvo. Производители, сделайте уже плюс-минус и обогрев на первом экране. Бардачок здесь просто удовольствие. Открывается плавно и с доводчиком все как надо. Дизайнерские линии прямо с характером, даже можно сказать чувственные. Новая площадка для беспроводной зарядки, теперь телефон класть удобнее, не надо его туда запихивать. Есть еще опциональный селектор передачи из хрусталя. Выглядит эффектно, но, по правде говоря, вполне можно и без него обойтись. Матовая деревянная отделка салона попала в точку, стильно и сдержанно. А вот центральная консоль. Тут, похоже, немного недоработали. Может, это только в нашей машине, надо бы посмотреть на других. Суть в том, что тут раздвижные секции, типа адаптивных подстаканников. Есть 4 точки фиксации, бутылки держатся отлично, спору нет. Но вот подлокотник мог бы быть помягче. Когда сдвигаешь консоль, видно, что все собрано качественно и есть удобное место для смартфона, если подключать и по проводу. Я, например, почти всегда так и делаю. Скоро отдельно разберем мультимедийку по пунктам. А пока вид с места водителя. Вот, к примеру, кнопки на руле. С их помощью можно менять оформление цифровой приборки. Хотите с картой, хотите без, все настраивается. Есть и проекционный дисплей. На камере он почти не виден. Но вживую все четко и без мерцания. Можно включить Google Maps даже со спутниковым видом. Круто. Сейчас мы как раз в шведской глубинке. Красиво, что и говорить. Главное меню — это уже новая система, знакомая по другим свежим моделям Volvo. Поддержка Android Auto и Apple CarPlay на месте. Тут же на экране можно выбрать режимы движения. Ну и, конечно, аудиосистема Bowers Wilkins. Для нас это абсолютный топ. Особенно если включить режим звучания, имитирующий сцену Гетеборгского концертного зала. Электронная музыка звучит отлично, акустика тоже на высоте. Когда мы с Лией наслушались в волю, она показала еще пару интересных мелочей. Солнцезащитные козырьки с подсветкой. Выдвигаются? Нет, не выдвигаются. Зато ручек 4, как и должно быть. Сзади немного темновато, но ручки есть. Освещение в салоне сенсорное, по центру и еще с индивидуальными светильниками. Света хватает с головой. Переходим к заднему ряду. Внутренняя часть двери, как и спереди, сверху мягкая, приятно на ощупь. Сборка качественная, ничего не люфтит. Место под локоть тоже немного смягчено, а вот в нижней части пластик пожестче, но с текстурой, так что скучно не смотрится. Крепление Isofix есть на крайних сиденьях. Просто откидываешь крышку и все, готово. Обивка с такой же прострочкой, как и спереди. Подстаканники с адаптивными держателями, с этими привычными губками. Есть и небольшой лючок для лыж. Открывается со стороны багажника. Центральный тоннель довольно высокий, но сзади предусмотрены 2 USB-C порта для зарядки удобно. Подогрев задних сидений тоже доступен, с 3 уровнями и включается настоящей кнопкой. Круто, не поспоришь. Что по месту? При росте 1,89 м и с панорамной крышей над головой место остается. Сидеть удобно, спинка почти вертикальная, колени не упираются, даже если спереди высокий водитель. Хотелось бы чуть больше наклона спинки, но в целом 4 взрослых высокого роста разместятся спокойно.
Теперь багажник. В версии с подзаряжаемым гибридом объем составляет 470 литров. Чемодан спокойно помещается. Крышку багажника можно отрегулировать по высоте, поставить в разное положение или вовсе снять. Ширина багажника больше метра, примерно 40 дюймов. Отличный результат. Длина чуть меньше метра, тоже около 40 дюймов. Высота 74 сантиметра или 29 дюймов. Вполне рабочие размеры. Сам багажник реально удобный. Дистанционного складывания изнутри нет, но можно легко дотянуться вручную. Автоматическое складывание подголовников задних сидений — отличная функция. И если сложить спинки, длина до передних кресел составляет 1 метр, 75 сантиметров или 69 дюймов. Переход ровный, все собрано аккуратно. Есть дополнительный коврик с резиновой стороной из фирменных аксессуаров. Хотите, уберите его совсем и получите еще более гладкий переход к заднему ряду. Под полом немного места для мелочей. Да, напомним, это подзаряжаемый гибрид. Включаем режим Power. Разгон с 50 до 100 км в час. Просто молния. Напомню, у нас версия T8. Подзаряжаемый гибрид — самый мощный вариант. 310 лошадей, разгон до сотни за 4,9 секунды. Это суммарная отдача бензинового двигателя и электромотора. В режиме Power оба работают на максимум. В повседневной езде вполне хватает гибридного режима. Машина сама выбирает, когда включать электрику, когда бензин. Можно также включить режим PO и ехать полностью на электричестве. На приборке все это отображается. В Power, например, появляется капля бензина, она заполняется, плюс отображается тахометр. На трассе бензиновый мотор все еще незаменим для дальних поездок, хотя можно и комбинировать режимы. На скорости 100 км в час, 60 миль в час. Сразу ощущается работа двойного остекления и спереди, и сзади. Ветер не шумит. В салоне тихо, это радует. Но вот асфальт под нами грубоват. И шум от шин снизу все же слышен. Слушайте. Сейчас покрытие меняется, сразу заметно, как становится тише. Интересно, да? Ветра не слышно вообще. А вот шум от дороги идет. Позже попробуем на другом участке, но тут откровенно не самый тихий вариант. Хотя на более светлом асфальте уже ощутимо лучше. В итоге шумоизоляция от стекол отличная. А вот снизу немного шумновато. У нас здесь пневмоподвеска. Сразу ощущается, как она сглаживает неровности дороги. Все плавно и мягко. Но колеса стоят 21-дюймовые. Выглядит, конечно, эффектно. Правда, на мелких ямах комфорт немного страдает. Такие шины не так хорошо гасят удары. Зато есть удобная фишка. Одним нажатием кнопки слева на руле можно отключить надоедливый звуковой сигнал о превышении скорости, который обязателен по нормам ЕС. Очень просто. Еще одно нажатие и включается круиз-контроль. Есть также активный помощник рулевого управления, если вам нравятся такие функции. Проверим, как он работает. На трассе легкий поворот влево, система корректирует траекторию. Работает. Система мониторинга слепых зон реализована отлично. В зеркалах загорается красный бумеранг, заметно сразу. Подруливание немного рисковаты, но в целом система справляется. У Audi, BMW и Mercedes ассистенты работают чуть мягче. Ну и здесь все вполне достойно. Volvo всегда славилась своими системами помощи и безопасностью. Это их сильная сторона. Можно сказать, фирменная черта. Пока все работает так, как должно. Особенно нравится, как реализована визуализация слепых зон. Она крупнее и заметнее, чем у большинства конкурентов. Хотя, Лия, скажи честно, ты тоже ожидала, что с двойной шумоизоляцией будет тише? В городе, да, явно тише. А вот на трассе шум от дороги все равно слышен. Так что без двойных стекол было бы еще громче. Их точно стоит заказывать.
Сиденье у Volvo, как всегда, на высоте. По эргономике просто находка для дальних поездок. Мы сейчас едем по шведской трассе, где ограничение 110 км в час. Не автобан, конечно. Но вот в таких условиях XC60 отличный попутчик. Комфорт обеспечен, особенно благодаря удобным креслам и обновленной мультимедийке. Она стала быстрее, реагирует шустрее, а встроенный Google Maps — это большой плюс. Но вот менять температуру в движении все еще неудобно. Снова 2 клика по экрану. Не самый удачный подход. Я все-таки за привычные крутилки, хотя хорошо, что регулятор громкости остался физическим, за это отдельный плюс. В гибридном режиме машина делает все сама. Просто едешь и получаешь удовольствие. Лия, если камера поймает систему мониторинга слепых зон, покажем еще раз, она реально крутая. Для максимального комфорта я бы выбрал колеса поменьше, потому что на этих 21-дюймовых чувствуется каждая мелкая ямка, амортизации чуть не хватает. А вот пневмоподвеска — это уже совсем другое дело. Дает плавность, будто машина плывет. Особенно на трассе, где дорожные волны, она сглаживает их легко, просто круто. Когда идешь на спуске, на приборке видно, как работает рекуперация, батарея подзаряжается. А если используете встроенный Google Maps, навигация отображается прямо на приборке. С Apple CarPlay такого нет. Поэтому я обычно переключаюсь на встроенную систему. И что приятно, интернет она не расходуешь. Что полезно, если у вас не безлимит. Съезжаем с трассы на дорогу похуже. Здесь и лежачие полицейские попадаются. И снова 21-дюймовые колеса дают о себе знать. Комфорт уже не тот. Пневмоподвеска, конечно, старается, смягчает удары, но полностью сгладить все не получается. В целом выходит такой компромисс. Большие колеса — это про внешний вид и спортивный настрой, но платишь за это сниженной плавностью хода. Я бы, наверное, предпочел 19-дюймовые. С ними комфорт был бы явно выше. На грубом асфальте и мелких неровностях снова ощущается. Крупные колеса не лучший вариант для повседневной езды. Хотя тут уже зависит от приоритетов. Если важен агрессивный внешний вид и драйв, тогда колеса на 21 оправданы. А если нужен комфорт, лучше взять поменьше. Руль — это просто находка. Управление точное, отзывчивое, никаких пустых зон. Повернул чуть, машина тут же реагирует, нет ощущения запаздывания. При этом все ощущается естественно, без искусственности. Иногда у Volvo руль кажется слишком отключенным, но здесь наоборот. Спортивное ощущение, отклик отличный. Даже лучше, чем в последнем XC90. Машина воспринимается легче и компактнее, чем она есть на самом деле. Контроль очень приятный, не правда ли? О, лошади на дороге. Притормаживаем. На спуске, когда нажимаешь на тормоз, включается рекуперация, на приборке видно, как аккумулятор подзаряжается. А на низкой скорости, когда почти стоим, машина переходит в чисто электрический режим. Все логично, ведь это подзаряжаемый гибрид. Сначала тратится заряд батареи. Переходы между режимами плавные, почти не замечаешь. Главное, аккуратно обращаться с педалью газа. Можно включить режим B, тогда рекуперация становится мощнее. Лия, правда, сразу «ой» укачивает. Да, тут надо поаккуратней. Езда получается почти как на одной педали, как у электрокаров. Для гибрида редкая и приятная особенность. Если чуть сильнее нажать на газ, сразу ощущается разница с мягким гибридом. Т8 действительно бодрый, особенно в городских условиях. Сам по себе 2-литровый 4-цилиндровый мотор не про спортивность, и это нормально. Но с подзаряжаемым гибридом, особенно когда батарея заряжена, машина просто оживает. На поворотах, на перекрестках, при старте со светофора отклик мгновенный, как у электромобиля. Вот за это и ценят такие гибриды. Признайтесь, это же кайф.
К тому же в ряде стран есть налоговые преференции. В Германии, например, взять подзаряжаемый гибрид выгоднее, чем бензиновую версию. Особенно если машина служебная. Будь ты ИП или наемный сотрудник. Каждый месяц экономия на налогах. Приятный бонус, согласитесь. Еще один аргумент в пользу версии Т8. Ну и, конечно, тишина. Особенно вот здесь, в лесу, когда ездишь туда-сюда, никаких выхлопов, экологично и спокойно. В салоне тишина, снаружи тоже. Никого не тревожишь, например, дачников поблизости. Кстати, вон там, судя по всему, кто-то явно увлечен американскими пикапами и мотоциклами. Атмосфера интересная. На этих лесных дорожках машина ощущается легкой, а руль просто удовольствие. Такой отзывчивый, прям приятно управлять. Шум от дороги здесь почти не доходит. Не как на трассе. Как я уже говорил, с колесами поменьше было бы еще комфортнее. Но даже так, все очень неплохо. В активной езде ощущения приятные. Илья кивает, говорит, все окей. Сиденья удобные, эргономика отличная. И вот тут, в шведских лесах, Volvo действительно чувствует себя как дома. Прямо чувствуется этот настрой, не так ли? Привет нашим зрителям из Швеции. Здесь все родное для Volvo. Кстати, я немного говорю по-датски. Шведы обычно понимают, хотя это всегда немного забавно. Норвежцы, шведы, датчане. Их языки довольно похожи, и они друг друга понимают. А вот финский совсем другое дело, не из этой семьи. Интересно, особенности региона, согласны? И пейзажи тут, конечно, просто шикарные. Надеюсь, вы тоже кайфуете от этой поездки вместе с нами. Цены в Германии стартуют чуть ниже 60 тысяч евро. В Северной Америке примерно на 10 тысяч долларов дешевле. Но если выбрать полный привод, версию Т8 и накинуть хорошие опции, ценник подбирается к 80 тысячам, а то и ближе к 90 тысячам евро. В Штатах топовые комплектации заметно дешевле. Разница доходит до 20 тысяч долларов. Производит XC60 прямо здесь, в Швеции, на домашнем заводе. Теперь главный вопрос. Полезны ли обновления? Однозначно да. Внешность стала свежее, современнее. В салоне новые сиденья ощущаются круто. Мультимедийка обновилась. Теперь с Google Maps и современным интерфейсом. Все это работает, и мне нравится, что они сделали. А вам как такие изменения? Если сравнивать с немецкими конкурентами, у Volvo свой путь. Это скандинавская роскошь. Матовое дерево в интерьере. Отличная посадка, много места, особенно в багажнике. Volvo всегда на этом делает акцент. Немцы резче в управлении, у них больше драйва, тут все ожидаемо. А Volvo делает ставку на спокойствие и комфорт. Хотя руль здесь, надо признать, стал очень отзывчивым. Почти спортивным по ощущениям. По шумке, да, немецкие конкуренты на трассе немного тише. Но и у Volvo заметный прогресс. Единственное, если брать все по максимуму, ценник уже ощутимо кусается. Самые популярные версии — это базовая и средняя комплектация. Особенно здесь, в Скандинавии, где выгодные условия по лизингу. Хотите все сравнить? Мы для вас уже все разложили. Смотрите дальше.